хочу найти вот причину, вот почему вот эта правая нога болит. И почему-то мне с ног пошло, интересно. А левая нога, когда я была подростком, на меня упала лошадь и придавила своим телом мою левую ногу. Там до сих пор Мгм. шишка осталась. Вот иногда бывает, вот как, ну вот, ну, как, когда вот так вот, ну, подтягиваюсь, да, и раз, и нога начинает, как это называется, вот она начинает, ну, боли такие адские, как, ну, какое-то сцепление вот такое, ну, то есть, да, боли такие ужасные, вот, где икроножная мышца, да, вот, а правая нога прям болит, и очень интенсивно болит вот последнюю неделю, вот я заметила, нон-стоп болит. Мгм. Вот, значит, хочу очистить свой генетический род, своих детей, восстановить генетическую память. А, хочу отменить, расторгнуть все контракты, по которым я могу вернуть все мое, весь мой творческий потенциал и из вот этого шеола, вот этого эгрегора смерти, и я забираю мой код жизни и переношу в высшее я. Хочу вернуть в свое пространство божественный разум. Я хочу, и я забираю свое каждое решение соприкасаться с антимиром. Я запрещаю в своем священном божественном пространстве все манипуляции со временем. Переброс кармы во сне и наяву. И каждый, кто намеренно делает зло, получает карму автоматически. И восстанавливаю конны кармы, гармонии жизни, равновесия в своем теле, в своем пространстве. Вот отменить первое взаимодействие с антимиром. Это очень важно. И убрать все программы, чипы, импланты, крючки, зацепки, мешающие моему освобождению и дающие, питающие антимир. Вот про ногу я сказала, хочу, вот, если это возможно, ситуации. В школе мне было 10 лет, посреди занятий у Надежды Сергеевны, это училка наша, была привычка делать мне замечания, как будто бы якобы я накрасила ресницы и отправляла мыть лицо. Мне было обидно, стыдно, я так в слезах мыла лицо, непонятно зачем его мыть, нету там никакой косметики. Ну, за предательство со стороны училки, потому что я была ее лучшей ученицей, ее гордостью. Она даже зачитывала мои сочинения перед всей школой постоянно, а тут вот так вот цеплялась. Вот. Еще ситуация, вот опять в школе, вот хочу отменить все ситуации, где я из-за сильного заикания не могла ответить на уроках. Вот знаю ответ, а не могу. И хотя знала правильные ответы, и, и не могла иногда даже постоять за себя, вовремя как-то себя защитить из-за этого заикания. Вот. Хочу заменить все эти ситуации на противоположные, где я отлично закончила школу в конце, стала успешной и самодостаточной. Вот, ага, опять эта ситуация. Отменить хочу момент, где я упала, вернее, лошадь, кобыла навалила своим телом меня, мою левую ногу. Вот это я так это сказала. Вот. А самое главное, почему я так хочу попросить прощения у Виктории, с таким наглым образом я ей звонила. Я пришла с работы, сидела, слушала ваш сеанс, наслаждалась, отдыхала. И тут же у меня, поскольку все небо видно, у меня прям вся стена в этом такая стеклянная, то есть окна, да, и опять увидела эту летающую тарелку. На этот раз эта тарелка не была такая, как вот я раньше была, она с такими этими, ну, такая, как типа кругленькая, там много этих самых лампочек, да, а тут она какая-то была типа треугольная. Мгм. Я так, а я такая такую бачу, говорю, нет, ты не такая, как все другие. Потом присмотрелась, думаю, нет, это не самолет. У нас тут, я живу между двумя аэропортами. Говорю, нет, это не самолет, но это очевидно. Это даже как не спутник. Спутник обычно как-то так, ну, двигается, да. А этот стоит на одном месте и не дергается. И нагло светит. И я начала про себя там эти наши вот читывать. Во мне нет ничего, что принадлежит антимиру. Я приказываю убраться из моего пространства. Я вот эти программы, даже чуть ли не дышать начинала. И когда я начинала это говорить, он исчезает.
Потом я успокаиваюсь, он опять появляется. Потом он мне так, ну ты, говорит, надоел, ну что тебе надо, отвяжись. И вспомнила своего этого нового менеджера. Я говорю, этот рептилоид, говорю, во мне нет ничего вам, чтобы это вас привлекало, этого рептилоидного, этого моего менеджера. Почему-то у меня вот это вышло. Я даже не думала, что у него какие-то есть программы рептилоидного этого менеджера. А как его зовут? Менеджер Эркан. Это со старой работы, да? Нет, новая. Эркан. Сейчас я скажу, как его зовут. Почему-то я вообще не думала за этого менеджера, а тут резко за него вспомнила. И как только я это сказала, он тут же исчез опять. Потом я так отдышалась, думаю, ой, ну надо же, Эркан Оден. Да. Потом он опять появился. И уже начал, еще даже стал ярче. Потом я его стала разглядывать, и вот он был какой-то такой треугольный такой, какая-то форма была непонятная. И вот что-то меня это задело, достало, и я тут же стала набирать. Что-то мне это все так разволновало. Думаю, как мне эти тарелки надоели, говорят, чего вам от меня надо, почему вы меня все время преследуете? То сын видел всяких инопланетян, когда маленький был. Потом я эти тарелки вижу постоянно. Надоели, говорю, отвяжитесь. Вот я хочу увидеть. Может, у меня действительно что-то мне уже все это мерещится. Хочу с этим разобраться и все это отменить. Узнать причину. Почему они ко мне так цепляются. Попросить прощения у первотворца жизни. Я, конечно, не так. Мне еще много над собой надо работать, трудиться, но я стараюсь, я не то, что стараюсь, я все, что надо, делаю. Я плечи не опускаю. Бывает, я расстроюсь, но я тут же беру себя в руки и вперед. А вот эти тарелки, мне это не нравится. Мне это надоело. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Видела в секторе магии какая-то квадратная картина. Кто-то ее там держал, а потом бросил. Вот так бросил. И слышу родственные связи. Угу. Хорошо, Виктория. Отсоединись от всех и всего. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Алоа. 1, 2, 3. Так, вижу ее энергосферу. А вот по 5-ю чакру сверху как будто бы огромная летающая тарелка. Угу. То есть голова как будто бы внутри и считывается как втянуть внутрь. Так. Сейчас я ее зову. Угу. И где-то с правой стороны на уровне колена вижу, она как будто бы проснулась и так встает как бы с какой-то лежанки или с кровати. Угу. И вижу, что у нее... И она пришла и как-то встала оттуда и заняла место свое. Такое впечатление, что вот это ее копия. Как-то, да, она как бы отдельно была. То есть какая-то часть. Угу. А в эфирном пространстве вот как бы выемка, то есть там ее как бы не было. Как бы нет. И она сейчас как зашла внутрь, берет вот так руками, поднимает эту тарелку. Угу. И эта тарелка имеет какое-то отношение к магии, и вот то, что я видела в начале. Я передаю Алуа, чтобы... у нее из глаз, у нее в глазах такие, как чужие глаза, черные импланты.
и такие круги, гипноз. В секторе интерферентов идет гипноз. Обычно Мгм. к магии, а у нее к интерферентам, вот сюда. Черные такие, как круги. Черные, белые. Считывается зависимость. Мгм. Да. Мгм. Хорошо, Виктория. Отодвинь эти ситуации. Мгм. Считай эфирная ДНК. Алло, это. В секторе магии кто-то стоит, и на ее энергосфере такой палочкой пишет, а я читаю. Он пишет так, мой гипнотический фокус, вот так прям выцарапывает, мое решение, какой-то мой Мгм. Абдул. Абдул. Обдурить? Или что это за Абдул? Или Не знаю, это какой-то чем? Ладно. человек, он считывается, как Мгм. будто он какой-то странный какой-то на вид. Мгм. Ну, разберемся с ним. Да. Я ему приказываю замолчать, потому что Мгм. он смотрит на меня, он меня видит. Так, хорошо. Да, Виктория, считаем эфирная ДНК. Алло, она ли это? Сейчас, одну секундочку. Мгм. Я вижу, Хорошо. что я к нему поставила вот так, как фольгу такую, как зеркало, Мгм. чтобы он не смотрел на меня. И Мгм. закрыла его в такой, как в куб. От него тянется подключка Калуа к сектору принятия решений. Там я вижу, она сидит с каким-то человеком, весело разговаривает и пьет, как будто бы из трубочки, коктейль. Где-то как в кафе или Мгм. что-то вот такое. Мгм. Это ее знакомый. Я передаю информацию подсознанию Алуа, чтобы она приняла решение, видит ли она, что происходит в ее пространстве. Мгм. Но до сих пор я не могу ее лица увидеть. В секторе я вижу, что эта программа, этот гипноз, он как бы привязался к той ситуации в детстве, когда ее заставила учительница умыть лицо. Она как будто бы смыла свое лицо, и там вот эти реснички. Реснички это как портальчики, привязки к этим программам жертвы. И снова эта картина появляется, Мгм. квадратная, такой квадрат. Он Так. держит, этот человек. Почему-то он считывается как какой-то Абдулла или Абдулай или Абдулла. Мгм. Так, хорошо, Виктория, передай Алло, что она заказала сеанс и хочет освободиться от всех этих антимира, интерферентов, магов. Да. Покажи эти картины, что на нее воздействуют вот эти учительница и этот Абдулла. Если она хочет, пусть она им приказывает забирать их воздействие. Ну, смотри, я сейчас должна сначала считать эфирное ДНК, спросить Мгм. разрешение. Мгм. Я ее спрашиваю, да, хочет ли она поработать. Мгм. Да, это она. Мгм. Вот я увидела ее лицо. Ну, хотя Мгм. шло, что это она, но я должна М. убедиться.
Мгм. Да, Разрешение она, дают Аллах? Хорошо. да, она разрешает. Так, вот этот Абдулла, или кто он такой в секторе магии, приказываю ему проявиться в соответствии его физической ДНК и отвечать, кто он такой. Он говорит, коллега, ее коллега. Мгм. Так, приказываем назвать имя. Он пишет Абдулла, но такое впечатление, что это с какого-то прошлого воплощения, но он в реальности есть, этот человек вот здесь. Мгм. А ну как этого звали, которого... Эркан. Эркан Оден. Он быстренько засуетился, когда я сказала Эркан, его ли это имя, то он начал как стирать его и стирает вот так быстро и поднимает букву А. Типа это не он, что-нибудь это, как будто бы это Абдулла. Я ему приказываю написать его имя, какое у него есть сейчас в этом воплощении. Мгм. Приказываю ему это сделать. Кроме А ничего нет. Мгм. Так, ну ладно, сейчас разберемся. И я Приказываю. чувствую воздействие, меня очень сильно печет голова. Мгм. Я приказываю Приказываю ему ему забирать. забирать ему все воздействия. Призываем символы кармы за насилие с его стороны. Смотри, с его стороны идет вот такой в сторону Алло, программирование, ненасытная жрица. Царица, Мгм. жрица, вот так. Мгм. Спроси, пусть Алуа кивнет. Она знает какого-то Абдулу? Ладно, не знает. Ну да, врет, как всегда. Так, я приказываю этому назвавшемуся Абдулой, приказываю ему отвечать, что он делает в пространстве Аллоа. Я считала его имя. Это вот этот аркан. Аркан, но он как будто я вот этот образ увидела, Мгм. как аркан бросать. Мгм. Понятно. Мгм. Приказываем ему отвечать, что он делает в пространстве Аллоа. Он берет в руки вот эти черные глаза, которые как импланты, вот как будто бы их просто как глазницы черные, как Мгм. посадили сверху на ее глаза. Да. Считываются импланты воздействия. Мгм. Мгм. Пси-технология. Какая-то пси-технология. М. Я ему говорю, что он вторгся в пространство Алло. И в этот момент что-то разбилось в его секторе, как стекло. Он колдун. Мгм. Он использует какие-то сразу эти колдовские методики, что-то разбивает. Какой-то, получается, я вижу, эм, как камень. Это вот эта летающая тарелка, которую видела М. Алуа. Она в виде такого, ам, как треугольник, но только дно неровное, а вот так имеет срезы. Вот так, как затачивают драгоценные камни, только вверх М. ногами. И верхняя часть такая длинная. Какой-то звук звучит противный. Вот это, когда эта вершина этой пирамиды, Мгм. идет такой вихрь и звук, технический звук.
И я вижу, что это связано с, я слышу, Чем? с инспектором в секторе интерферентов, с каким-то инспектором. Мгм. Так, Так, приказываем убрать этот звук, убрать воздействие на нас. Кто хозяин этой тарелки, приказываем выключить его аппарат, не воздействует на нас. Это вторжение в наше пространство, запрещаем это ему делать. так, и я вижу, что снова эта картинка идет в секторе магии, вот эта ситуация, когда Алуа умывает лицо, Мгм. и стоит у нее буквально ступор, вот эти две ситуации вижу. И тянется эта подключка в сектор принятия решений. Мгм. Так, давай посмотрим, что в секторе принятия решения. Я вижу ее маленьким ребенком. Она находится, считывается под куполом, но она находится в такой же конструкции, как вот эта летающая тарелка. Как будто бы ее положили в такую черную подвесную корзиночку, которая повторяет форму этой летающей тарелки. Мгм. А возле нее она как будто бы вот так висит, как будто бы на потолке. А возле нее вот так, как в позе лотоса, как на полу, как будто бы сидит кто-то и что-то вот так бормочет. И вот Мгм. это пальцы я снова вижу. Что-то пальцами делает, как завязывает. Так. А ребеночек Мгм. смотрит на эту фигуру черную. Я приказываю этой фигуре, она как тень, проявиться. Мгм. Приказываете. Она убегает в сектор интерферентов, и хвост такой длинный, как у рептилоида. И вижу сущность. Да, это рептилоид. Я его Мгм. замораживаю. Он выглядит как лицо человеческое. Имеет черты, но кожа грубая, зеленая. И глаза Мгм. такие черные. Он снова, я слышу, инспектор. Мгм. Так, как-то я считаю информацию, почему инспектор. А я слышу, инспектирует разлад. Мгм. Так, приказываю этому инспектору отвечать, кто он такой. Вдруг он превратился, на нем появился как колдовской шелковый черный плащ, на него просто оделся, и шапочка. И он перетащился в сектор магии, Мгм. как колдун в черном одеянии. И он сидит, как будто над книгой, так руки держит. И над правой рукой у него появляется такое, как кольцо. Энергетическая и меньшая половина черная, а большая половина такая, как будто ну, как светится. Мгм. И он берет, и вот этот круг, это кольцо переставляет сверху над ребенком. Мгм. Вот там, где она в этой люлечке колышется. Знаешь, как игрушки детям вешают. Он повесил вот этот черный глаз. Я Мгм. вижу, женщина сидит, качает эту люльку, она так колышется, а ребенок смотрит на а, эта точка. Считывается точка невозврата. Это имеет отношение к зомбированию и к программированию. Она гипнотизируется, она как будто засыпает. Мгм. Так, кто это на физике сделал это?
конструкцию повесил. Ему я приказываю проявиться в соответствии его физической ДНК и отвечать, кто он такой. Приказываем Нет, на назваться. физике это считывается какая-то тетя. Я слышу тетя. Тетя. А кто вот этот? То есть это в Рептилоид. параллельном пространстве, да. Мгм. Тетя ничего не делает, тетя ее колышет просто. Понял. А ребенок смотрит там, где сходятся вот эти ниточки вверх. Я там никакой игрушки не вижу. Я вижу там этот глаз черный. Имеет отношение к этому колдуну. Он постоянно, как угорь, ускальзывает. Я ему приказываю показать его эфирное ДНК, Мгм. и он разворачивается, он подчиняется. Он выглядит как ежик, знаешь, то вот так себя развернет, то так. Мгм. Этот колдун, у него глаза черные, борода черная, тянется вот так. Мгм. Считывается дух Вельзевула, слепец, инспектор. Мгм. Так. Приказываем отвечать, что он делает в пространстве Алоа. Он говорит, что пришел ее навестить с зеленого мира. И я вижу, что в секторе интерферентов, я тоже это все отодвигаю, надвигается такая зеленая энергия. Я такого не видела раньше никогда. Мгм. Ярко-зеленая энергия, и оно имеет какое-то отношение к накладыванию файлов сверху, каких-то информационных файлов. Мгм. То есть оно как картина. О, это имеет отношение к этой картине, а это какая-то матрица. Мгм. Это типа программирование? Изумление, да, да, да. Это вот зеленое, это как основа, как холст, на который Мгм. наносится уже полотно. Так, и что это? Приказываем отвечать, с какой целью он накладывает эту информацию на Аллах. Нет. Дело в том, что он это использует, это как инструмент, я вижу. А нужно посмотреть, по какому праву он вообще в ее пространстве что-то делает. Потому что мы сейчас снова заглубимся Мгм. в Ясно. просторы этой матрицы. Хорошо, Виктория, давай посмотрим крючок-зацепку, почему Алло позволила этому вторгаться в ее пространство. Я вижу, что где-то на, скажем так, на полпути до, я слышу, какая-то божественная хитрость между теперешним вот этим ее положением и высшим я, где-то на полпути. Это как на границе. Сейчас я посмотрю. Мгм. Она там связанная. Там кто-то связанный. Это она связанная. В этом капюшоне. Одежду имеет вот эту всю. Так. Я спрашиваю ее, как она туда попала. Ам, Это считывается как граница междумирья. Она открыла какой-то портал. Мгм. И я вижу, что в этом воплощении она делала какие-то ритуалы, как подтверждение. А там я ей передаю М. информацию в том времени, о том, что Алуа хочет расторгнуть все контракты, все крючки и зацепки со всеми этими объектами или субъектами антимира, интерферентов, тех, кто интерферирует в ее живом пространстве. Мгм. Она говорит, мой глобальный контракт. Мгм. Хорошо, пусть Алло покажет этот контракт.
Да, я ей передаю, что она жива, свободна, и она желает найти все эти моменты, чтобы она показала, каким образом это случилось. Мгм. И я вижу, получается, вот как будто такой образ, что человек стоит, я слышу на грани миров, человеческая фигура. Мгм. Так, что это за фигура? Приказывай этой фигуре проявиться, ответить, кто она или что она. Это имеет отношение вот к этому ребенку. Мгм. Вот это она как будто растянута, вот руки, ноги, вот так черные нити растягивают в разные стороны. Считывается это физическое тело, это Мгм. какое-то измерение физического тела. И она говорит, слышу, капсула времени. Так, а что это такое? Капсула времени? Так, капсула времени. Я вижу, она достает вот такую какую-то, хромосомину. И она такая большая, эти ножки хромосомки, так Мгм. волны такие, а на конце одной хромосомины вижу такой глаз. Он как ртутный, как будто бы из ртути сделан. Мгм. Да, ртуть, вот в чем фокус. Ртуть стремится повторить форму, совершенную форму шара. Мгм. Да, то есть когда она в маленьких в распыленном виде, она повторяет форму шара. Мгм. Но там она находится, вот почему я фольгу поставила туда, чтобы отражать эти лучи, это воздействие. Мгм. Понятно. Она сейчас там находится, вот переливается вот так в этом шаре, вперемешку с черными энергиями. Я слышу к иллюзорному миру. То есть вот это имплант Мгм. на уровне генетики, на уровне хромосомного обеспечения, я слышу. Это как программа, обрезающая жизнь. М. Типа это гены старения, что-то с этим связано? Но да, но я слышу то, что Обрезающие. я Мгм. слышу, да, обрезающая жизнь, Мгм. капитуляция, Мгм. сдача в плен, убежать от реальности. Это смысл этих программ. Мгм. И вот эта капитуляция, это как капитуляция, как ключевое. То есть вот этот момент, который включает в себя вот подписание контракта. То есть человек капитулирует перед своим божественным я, то есть он его сдает в плен. Мгм. Да. И сейчас вижу, как у Алуа вот в ее пространстве где-то изнутри выходит такой шар сияющий. Мы перенеслись в какое-то другое пространство вдруг. Мгм. Оно совсем другое. Вот здесь уже тут нет уже никого, только пустое пространство, пустота, эхо идет. Мгм. И я вижу, что она подходит в этом пространстве, вот так идет, она подходит, чтобы подписать этот контракт, а у нее вот этот считывается лучезарный зов, когда она вот решила подписать этот контракт,
что Мгм. вот эта энергия, она с нее как будто бы выходит. Так. Это энергия. Что это за энергия вышла? И она пошла вот в сектор интерферентов и встроилась. Там такая конструкция, как будто бы какой-то огромный человек, как в металлических, ну вот этот Мгм. каркас, который делает человека закрытым. Там внутри пустота, а сверху такие металлические, как рыцарские доспехи, дверцы, которые закрываются. И эта энергия вот пошла прямо в третий глаз этого, и оно шух, закрылась дверца. Это М. искусственный разум. Так, Так, и вижу, так. как я подумала, Мгм. какая ситуация, было ли что-то на физике. Мгм. Я слышу хромосома, то есть я вижу это как будто бы человечек, и вижу ее как человека, считывается, что это она, ее хватают и привязывают, как на стол, и вижу серые сущности наклонились над ней и делают репарацию. Мгм. Почему-то не операцию, а репарацию. Я вижу, что... может, препарация. Короче, ее вот так Препарат. Оно вот так, какие-то слова идут, разрезают как будто бы ее, Мгм. и вот так раскладывает наизнанку. И это эфирная операция. Кто Мгм. ее проводит? Нужно смотреть, когда это произошло. Я И вижу, что это произошло, когда вот с этим ребеночком это связано. То есть ребенок загипнотизирован. Мгм. Делается в секторе магии в этом иллюзорном пространстве, то есть это пространство программ. М, Так, хорошо. Кто главный делает операцию? Кто из них самый главный? Приказываю ему проявиться в соответствии его эфирным ДНК. Появляется вот этот дух, который называет себя Абдулла. Мгм. В секторе интерферентов огромный спрут. А, Они как врачи в операционном, и они вот так стали, у них упали инструменты, и они как в белых халатах сдаются как будто бы. Мгм. Так. Приказывая этому Абдулу, этому духу отвечать, что он делает в пространстве Аллаха, что это за операцию он делает или вдохновляет делать. Я вижу, что тот дух, Мгм. а, он считывается так же, как инструктор. Вот он проникает прямо в сектор принятия решений, и там все точки сходятся в одной точке. Этот ребенок, который смотрит, Мгм. подключки к этим всем ситуациям, плюс это связано, то есть от всех этих ситуаций идет подключки вот в сектор принятия решений, и вот где этот ребенок. И вижу эту картину, которая в секторе магии. Мгм. Так, кто-то стоит, эту картину держит. Он собирает. Вижу, что в эту картину как входят а, такие, как энергия с сектора принятия решений. Картина это как портал получается. Она собирает, она выглядит как холст, на который собирается как росичка, как роса, капельки. Мгм. Это принятые решения.
Это, я слышу, потусторонний экран, считывание эфирного ДНК. И в Мгм. этот момент, когда я это увидела, то я вижу, что эта хромосомина, она есть и ну, у нас много хромосом в физическом теле, но есть в эфирном пространстве. Я Мгм. слышу, это имеет отношение к какому-то эволюционный код. И к той хромосомине, которая вот так как распята, то есть это такой как код, символ или код, который распространяется. И я Мгм. вижу, что к этому внешнему коду подключено все человечество. А Аллах говорит мой альянс. И тоже М, Вот эта хромосомина, это она кому вообще принадлежит, Виктория, которую ты смотри, там рассматриваешь? внизу, где человечество, Мгм. ам, от этой хромосомины, а это как центр управления человеческим разумом, человеческими программами, убеждениями, а, перехват энергии. Это некоторая информационная структура, вот эта Да, хромосомина. да, да, да. Мгм. Это некое такое информационное какое-то поле, и там я вижу этого рептилоида ам, с человекообразной головой и с чешуей. Лоб Мгм. зеленый и глаза. Инструктор. Так. И они воздействуют на эту хромосомину во время Идет, операции? я вижу, что идет обоюдный обмен. Я слышу, М. что от человечества, вот и от Аллаха в данном случае, идет информация, что я должна умереть. То есть я вижу, что это убеждение, что человек должен умереть. Каждый принимает смерть как что-то неизбежное и запускает программу. Я слышу вот эту программу безбрежия, то есть эту программу жертвы, подчинения этим программам, и включается неизбежность смерти. И идет И это передает, программирование. да, и передается это от поколения к поколению. И вот я вспомнила, эта бабушка, которая в деревне у моей бабушки жила, Мгм. а, которая никто не знает, сколько ей лет. Она еще 3 года назад была жива, а ее молодой, женщина лет 40 на вид, помнила еще моя прабабушка, первые ее воспоминания. И все смеялись в деревне, что она неграмотная, не умеет читать, нет телевизора, и ей никто не говорил, что пора умирать. Мгм. А это такая шутка была, да? А я ее, когда увидела, мне было 20 лет. Я очень удивилась, потому что она была похожа на старенького мухомора, который тащит себе 2 ведра воды домой с колодца. Я говорю, ну ничего себе, я по одному ведру несу, ну, в бабушкин дом, когда Мгм. приезжала к ней. А эта бабулька, говорю, 2 ведра тащит. А бабушка смеется, и там еще родственники были, и говорят, да, она неграмотна, ей забыли сказать, что нужно, что пора умирать. Хм. Так. Ладно, Виктория, давай вернемся к этой ситуации с этим Мгм. убеждением. Я должна Да. умирать. Когда вот это убеждение появилось у Алло впервые в любом из ее воплощений? Вижу, что ключевое это вот этот момент Люлька вот в эта. этой люльке, да. Мгм. И она вот так берет и встает.
И как лампочку это откручивает. Эту точку невозврата. Да, это как портал этот. Мгм. И Так. что-то начинает происходить в ее физическом теле. Ее физическое тело как будто бы вот эта энергия, которая вышла и в эту матрицу зашла, она начинает к ней возвращаться, и начинается как будто бы изнутри вот такие какие-то движения, как будто там борьба сильная идет. Я передаю Алуа, чтобы она выталкивала все чужеродные программы, и вот этот там контракт появляется. Мгм. Вижу, что там, где она была как хромосомина вот привязана, она плывет на такой черной ладье. Мгм. И я слышу какой-то погребальный ритуал, погребальный союз. Мгм. Погребальный союз. Да, хорошо. Вот этот контракт. Приказываю всем сторонам этого контракта проявиться в соответствии эфирных ДНК, стать по старшинству. Появляется огромный, как будто действительно живой, с бородавками такой спрут. Он в секторе интерферентов и в секторе магии своими лапищами. И он там, а вторая копия его находится в секторе магии. Вот. И как бы щупальцами управляет вот этим духом Абдулла, который считывается. Он на физике был. Он проводил какой-то ритуал Мгм. в каком-то воплощении, связанный с каким-то ритуалом, с дуновением что-то дует. Ну, сейчас мы будем посмотреть. Сейчас. Потом стоят вот эти все, рептилоид этот, он вот так стоит зеленый. И эти врачи, типа врачи, которые вот так руки, и сразу инструменты у них падают с рук. Мгм. Так. Так, что посмотрим этот ритуал, Виктория, который делает Нет, Абдулла? ну не Не давай. будем. Сейчас хорошо видна вот эта ситуация, когда ребеночек был в люльке, Мгм. смотрел вот в эту точку, загипнотизировали ребенка, и сейчас я посмотрю, я вижу, как ее какая-то часть просто уходит в портал. Мгм. Так, давай посмотрим, почему Аллах согласилась поддаться этому программированию, этому гипнозу. Вижу в секторе принятия решений и подписания контрактов появляется, как будто бы кто-то так дунул, и ветер с такой плиты могильной а, Мгм. э, слетела пыль, и как будто бы вросший в землю такая могильная плита серая, Мгм. и выбиты такие какие-то слова. Так, что это за слова? Оно считывается как смерть. И я смотрю, что там в этом гробу. Я вижу, что там находится череп. Мгм. А череп вот так вот. Там скелет есть. А, Мгм. скелет лежит, а голова как-то отдельно. Чуть-чуть. И там, где позвоночник физический, да, Мгм. этот позвоночник, то есть скелет лежит, а голова имеет подключку, как змея, как будто бы. Голова как будто бы одета на змею. И этот череп, вот эта энергия черная, она как живая движется. С черепа, как в третьем глазу, ам, как пробоина такая, и находится такой же предмет, какой-то, как этот имплант, который был как черная энергия и ртуть.
Мгм. Э, Так, давай считаем, Виктория, чей это скелет? Это Кто? ее, это Алуа. Мгм. Мгм. Он где-то есть. Так, а вот этот кто сдул? Приказываю ему проявиться. Кто там ритуал Э, э, проводил? Подожди, давай посмотрим, что это за черная змея. Мгм. Она тянется в сектор интерферентов, это, но и привязывается к такому пространству, оно как гиря черная, тяжелое. Мгм. Считывается удаление опыта, прерывание связей. Мгм. Это вот это гиря так Да, считывается, да? да, да, прерывание связей, Мгм. удаление опыта. Так. Вот оно что, я вижу. Мгм. Я подумала, что это такое, и я вижу, как рождение, 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 и все заново, 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 когда нет преемственности, нет преемственности понимания опыта. А вот это стирает опыт, и человек потом рождается, рождается и теряет свой потенциал, свое эволюционное число, ядро, я слышу. И это связано также вот с этими, которые вторгаются в пространство, с этими колдунами. Мгм. И вот эти импланты, то есть эти убеждения, это как импланты энергетические. Так, а вот эта черная змея или гиря, да? Это одно и Да. то же. Хозяину этого импланта приказываю проявиться согласно эфирной ДНК. А, Появляется жуткий демон в секторе интерферентов, как с плащом, с крыльями. Ам, Сам разваливается, как прах. Собрался в кучу, а потом не Мгм. может долго выстоять, но стоит на ногах. Так, кто это? Демону этому приказываю назваться, кто он такой? А, Так, я его вот так отталкиваю. Закрой его, Он вот Виктория. как змей вот так колышется, такая М, волна. И мгм. так как змея шипит, говорит смерть, дьявол. Так, Ну, это вот идет Сатанаил, понятно. Люцифер, смерть, одно и то же. Мгм. Так, хорошо, Виктория, отсоединяйся от этого демона, поднимайся выше. Да. Давай посмотрим, когда вот этот имплант, черная вот эта змея появилась в пространстве впервые. Что это было за событие? Вижу, это похороны. Э, Похоронили. Интересно, сколько ей Мгм. лет было. Женщину похоронили. И сидят женщины, как будто на ковре Мгм. или на песке, ноги вот так сложены, и колышутся вот так. Мгм. Какой-то ритуал делают. Мгм. Так. Делают какой-то, как будто плачут, вот что-то такое. И тут приходит, как будто сам этот демон. Мгм. Он такой большой, и он пришел и посмотрел на это надгробие, на этот как будто бы камень или гроб. И он так встал, и сверху он очень большой. Мгм. Он как будто с неба такой стоит, а ходит ногами по земле, а голова так далеко в космосе. И так смотрит на нее. И его глаза вот так упираются, как в третий глаз.
Я вижу, что Мгм. он достает тут какую-то Воздействие. энергию. Да, да. Мгм. Хорошо. Давай посмотрим, наш подписывает ли контракт в этот момент Аллах с этим демоном. На что она соглашается. Вижу в эфирном пространстве такая картина. Сидят мирно себе, а, как стол переговоров считывается. Пространство разделено на светлое и такое серое. Угу. А в этом сером этот черный демон сидит, а в белом вот эта часть души, которая отдельно выходила. Угу. А я вижу, что душа многомерная, она вот частица там, 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 там. И очень много частиц души в разных других пространствах. Угу. Вот. Так. Но все они вот так связаны вот в эту одну точку. Угу. Я Так. вижу, они играют, как в кости. Угу. Так, Странно. там. Он бросает кости, и выпадает этот кубик, и вижу 6 точек. Угу. А Алуа поворачивается, как в сектор первоисточника, и как будто какую-то шкатулку достает, ложит ему. Там золото, бриллианты, всякие украшения. Он Угу. забирает это. Потом Так. он снова вот так рукой трясет. Вижу, что это она, как будто бы она трясет рукой, а у нее эта рука такая светящаяся, его рука вот так на запястье. И она вот так отпускает, и этот падает. Угу. Так, и там, так, 3 точки, 4, 5, 6, снова 6. Угу. А потом он хватает ее за правую ногу. Тоже так же. Угу. Она снова дает ему еще один сундук. Но уже сильно нервничает, она теряет энергию. Угу. А третий раз он ее за ногу ухватил. Она тяжело дышит. Сейчас посмотрю. Угу. И он левой рукой, вот так как песок высыпает, и высыпается вот этот снова, эта кость, и Угу. он ржет, и снова 6 получается. Получилось 3 шестерки. Он говорит комбинация, как возмездие, комбинация возмездия. Угу. И вижу, как появляется в этой хромосомине вот этот глаз. Так. Угу. Давай спросим у Алла, зачем она играет с этим демоном в игры. И я вижу, что она попадает в нижние астральные миры. А вот эти женщины, которые делают погребальный ритуал, они так поют, как завывают. Угу. И своим этим пением они как бы сопровождают ее в эти низшие миры, где вот именно и происходит вот эта игра какая-то. Угу. Он говорит, я сяду на престол. Я вижу, что он вот своим взглядом, как будто бы копьем ей просто в глаз сюда, ну, в третий глаз, вот так, между глаз.
и стал очень большой. И он такой жуткий, Мгм. черный, весь такой потрепанный, и говорит, что он зайдет на престол славы Первотворца. Так. А Спросил. она находится, Мгм. ее вот эта душа, что она уже поддавала свои сокровища, находится там в нижних пространствах. Это во время вот погребения произошло. И она преподносит ему что-то. Она осознает свою несостоятельность противостоять, и она соглашается. С чем она соглашается? Она дает ему снова уже снизу, так вверх, когда он уже вышел в эти пространства высшие. Она говорит: возьми мою часть. И у нее говорит: подними меня. Мгм. Я вижу, что эти воплощения, перевоплощения, с одной стороны, они под контролем этой матрицы и вредят человеку, потому что забирают, понижают его эволюционный код. А с другой стороны, таким образом, когда он выходит вот уже на последние вот эти рубежи, вот теперь понятно стало, то эта демоническая система, эта матрица, она имеет как захваченные эти частицы души человеческие, то есть ее решение, и это тоже очень близко к первоисточнику. Мгм. Вот. И потому что достаточно только одного, ну вот, расторжения контракта, Мгм. отменить то решение. Да, это с погребением связано. Мгм. Где Виктория зацепка? Почему Аллах позволила играть с этим демоном? Я слышу Почему? смертный приговор, то есть это связано с ее смертью в том воплощении. Мгм. Когда она была царица Савская, вот пришло, я Мгм. услышала царица Савская. Так, И что вот этот это было? разнервничался, этот Абдулла. Мгм. Какой-то Абдулла, вот он сильно разнервничался и бросил о землю какую-то сокровищницу. А оттуда змеи поубегали. Мгм. Я вижу, что это связано с какой-то пиявкой. Он ставит ей пиявки. М. Да, он ей ставит пиявки, ну, на тело, несколько Ага. пиявок. М, Типа На живой какой-то процедура? Да, это какая-то живая процедура. Мгм. Он ей Так. несколько пиявок ставит. Я вижу, он на левую ногу ей поставил, на правую ногу поставил, а ноги у нее в воде, как в миске в такой. Понятно. Ам, я слышу, что это ритуал безбрежия. То есть, может, это кровопускание. Мгм. Вот. Но этот ритуал как-то связан с этой, я слышу, болезнью и с этой смертью, которая произошла. Мгм. Так, значит, в этот момент эта Савская чем-то болела, получается, что он проводил эти процедуры? Так получается. Это ж неспроста он Неспроста. проделал. Я вижу, что от сектора интерферентов такая, как ветер дует, такая энергия к ее ногам. М. А,
Да, она заболела. У нее то ли простуда, то ли вот она, я вижу, как нос у нее как Мгм. шмаркает. Так, а почему она заболела? В чем причина? Есть, Виктория, зацепка? Почему она заболела? Ничего не приходит. М, Все время идет на акцент на эти пиявки, мгм, и он как будто бы подливает кровь в эту миску, мгм. а эта кровь как будто бы принадлежит этому дьяволу. Так, А, приказывай этому доктору, который подливает вот эту жижу, приказывай ему отвечать, что он делает в пространстве Алло. Зачем он делает этот ритуал? Приказывай ему отвечать. Я вижу, что он вот так, как лекарь какой-то, что ли. Он какой-то колдун. У него шапка такая черная, Мгм. вот эти глаза, такой как хобот энергия, а, и плащ этот черный. Он чем-то ее там лечит, какими-то металлами, может, ртутью, какие-то вот эти капельки, да, сейчас я считаю. Мгм. Ну да, он какие-то ритуалы делает. Так, Он считается приказывай. тоже как гипноз какой-то вот. М. Приказывай ему отвечать, что он делает в пространстве Алло. Приказывай ему отвечать. Он говорит: "Инспектирую". Еще один спектр. Да, это тот же самый. Дух, да. Да. Так, спросила Алла, видит ли она этого доктора, что он делает в ее пространстве. А вдруг она вот встает, с этой могилы, где там эти девушки пели, Мгм. и смотрит на него, смотрит на эту миску с этими червями, на эти энергии Мгм. и отстраняется, и как бы вот так в сектор, первоисточника, вот в эту сторону, и ударяется о такую, как черную дверь, Мгм. и обращает внимание на эти, а, кубики. Договор я слышу. Договор о смерти. Мгм. Так, И это... она видит, Мгм. что вот эти, она поотдавала вот 3 эти, сокровища. Она Мгм. отдала, как 3 сундука с сокровищами. Ну, они так выглядят, как сокровища. Когда я начинаю думать и смотреть, что это, то я вижу, что, я слышу божественный разум. И оно светится вот так, как будто солнышко такое светится. Мгм. Душа. Мгм. Хорошо. Рациональная Алло хочет отказаться от всех этих воздействий. Пусть она зайдет в тот момент, откажется принимать эту болезнь, простуду, и этому доктору приказывает забирать всех его пиявок, все его воздействия, последствия воздействия и призывать силы кармы за насилие. Я вижу, что это сейчас происходит как в этом духовной сфере, где она, в кости играла с этим М. демоном. Она начинает это все рассматривать, поднимает как вещи какие-то, смотрит, что под низом лежит. То есть осознает вот эту ложь, подвох. Вот не Мгм. зря звучало дьявол, да, обманщик. Мгм. И я вижу, что она смотрит и видит, как, вот эту, м, магическое воздействие, что каждый раз выпадало одно и то же число, одна и та же сторона, Мгм. а все остальные были закрыты.
И я вижу, что вот ее увидела, когда она была вот царица Савской, у нее такое какое-то на голове из золота штука была сделана, как будто бы веревочка свита. Ух ты, какая красота. Вот. Я вижу, что это было как при ее жизни. Вот, она убирает вот этот, как будто насморк. Мгм. Вот так вот этому Абдуле отдает. А эту с кровью, эту миску тоже Миску. выбрасывает. Это был ритуал с кровью сделан. Вот Мгм. это. Эти паразиты, они высосали ее кровь, и эта матрица, скажем так, эти существа с параллельного мира, эти Мгм. программы, они смогли считывать эту информацию с ее эфирного ДНК. И вдруг она встает с этого стола, где ее делали эту эфирную операцию, где ее вот так как будто бы разложили. Я ей передаю, чтобы она собрала все частицы своей души, потерянные во всех воплощениях, во всех пространствах, Мгм. межпространственных, параллельных, любых информационных слоях, чтобы она забрала ее решение подчиняться смерти, вернула ее решение жить, решение гармоничной быть. Мгм. И я вижу, как начинает кружиться, где в секторе а, перевоплощений. Вижу, как эти перевоплощения Мгм. крутятся, как эта люлечка. И вдруг Мгм. она, пух, как окно закрыла и поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она расторгла контракт с этим Люцифером о подчинении смерти. И вижу, как эта программа, как эта хромосомина, это большая, которая находится во внешнем пространстве, этот глаз начинает просто вываливаться, выползать с этой хромосомины. Мгм. И когда этот глаз вылез, она его отсекла, и эти все ножки хромосомки, они вот так как начали прорастать друг с другом проросли. То есть вот Мгм. так эти концы вот так соединились, и получился совсем другой объект. Это был как будто бы человечек, ножки, ручки, Мгм. а сейчас оно выглядит вот так, как два кружочка, как две сферы, которые соприкасаются. И тут еще такие сферы. Вот оно что. Это как ребенок рождается, вот с одной клеточки, а Мгм. потом раз две, а потом раз Мгм. четыре, а потом больше, больше, больше. Вот, вот это деление клеточки, когда развивается жизнь, я вижу. А, вот это получается, если в кольце, то это уже как бессмертие идет, да? То Да. есть, Но правильно, да, как бы? это не кольцо, Да. это шары такие. Шары, да. Мгм. А сейчас оно у людей как вот это, как X. Получается, Оно как хромосомы. X, да, потому что заканчиваются энергетические ниточки, Мгм. тянутся в сектор интерферентов и контролируются вот туда, этими энергетическими программами. Понятно. Хорошо. Пусть Аллах полностью отделит все эти нити от интерферентов, все это отцепляет и восстанавливает ее целостность, ее генетики на всех уровнях. Все чужеродное на аннигиляцию. Я вижу, как она с этой могилы встает. Я ей передаю, чтобы она забрала всю свою энергию,
а, и ее душа, она как будто бы привязана была к этому скелету. Она Мгм. поднимается вверх. Я передаю, чтобы Алуа соединяла в одном начале все ее эфирные тела и расторгала все контракты. И я вижу, как этот злодей, который такой огромный стоял, демон, он уменьшается, она его как будто бы вот так за лоб уменьшает. И в это же время с сектора интерферентов вот эти драгоценности все уходят Мгм. обратно туда, откуда она их взяла, с ее высшего я. Хорошо. А вот это высшее я, чтобы ты понимал, оно выглядит, знаешь, я вижу, что вот это образ Марии, Девы Марии и все такое, это касается каждого человека. Это девственная, символизирует девственная чистота и целостность, гармоничность, неприкасаемость. Мгм. Чистота. Да, только в религия это перекрутила и все приземлила сильно. И отдала это как бы одному человеку, да, это Мгм. идолопоклонство, для того, чтобы потеряли все остальные свою эту божественную целомудренность. Потому что они таким образом, вот эти верующие, так называемые, да, ну и неверующие, но все равно перенаправляется энергия в этот образ Пречистой Девы, и это создается такая уловка, Мгм. вот буквально как аркан, да, мол, это принадлежит кому-то, то есть и отдается вот это понимание, где-то подсознательное даже, своей собственной чистоты, совершенства, целомудрия кому-то другому. То есть это пусть кто-то этим занимается, это кому-то, но это не мое. Но я вижу, что это не так. Я уже видела во многих сеансах, вот это считывается, что этот образ, он просто искажен, само понятие Мгм. духовное это искажено, э, вот для того, чтобы, э, вот почему вот это идолопоклонство, культ одного человека настолько опасен, потому что важный каждый человек, каждая душа ценная, и его чистота, его преданность вот, пространством жизни, первоисточнику, конам жизни, это очень ценно. А получается, что от никого ничего не зависит. Вот, то есть Мгм. человек теряет свое собственное лицо. И я вижу, Всё. как она возвращает свое лицо и отменяет это м, решение в детстве. Ам, Я вижу, как такая Подчиняется черную учительнице. маску вот этой учительнице отдала. И в этот момент, вот где она там стояла, такой ступор, что не могла ответить, она как Мгм. птица вылетает. Я ей передаю информацию, что ее рациональная часть отменяет все программы повиновения, и вижу, как эта люлька, вот этот, Мгм. как такой каркас, где это было внутри, оно вот так разваливается, начинает шипеть аж, исчезает. И этот ребеночек выходит, а за собой тянет, как нить. И там такие, это выглядит как такой, знаешь, есть бусы такие, которые нанизывают, вот бусы внутри такого как чулочка. А потом они так перевязывают между каждой бусинкой, и получаются такие бусики в какой-то прозрачной таком чулочке. Тоже красиво. Вот оно так и выглядит, как такой портал, в котором вот эти бусики
и это все ее воплощения. Считывается преемственность, она возвращает себе преемственность памяти, опыта. Я слышу целомудрие. Мгм. То есть целомудрие – это а, характерная черта священного пространства. И это связано с определением истины, то есть своей целомудренности, то есть целостности, истинности на интуитивном уровне. И я вижу, Мгм. как этот гроб рассыпался. Я ей передаю, чтобы она во всех воплощениях отменила принимать смерть как что-то нормальное. И вижу, как эти 3 кубика, где Мгм. одна сторона была черная, как бахнет по этому антимиру, и разрушается этот, он считывается как имплант общего пространства. То есть Мгм. вот эти символы, М. ну, как говорят, всем управляют символы. Символы образуются тогда, когда образуются идолы, то есть идолопоклонство, когда люди не отдают предпочтение какому-то неживому предмету, событию, понятию, тому, что не может на самом деле быть живым, помочь и так далее. Тогда создаются эти копии, как слепки энергетические, информационные. Вот. Они как М. пороги считываются. Они как пороги, потому что все пространство Вселенной – это как один мозг, как разум, и с этими всеми связями. Вот. Мгм. И наш разум, наш мозг – это маленькая копия всей Вселенной и маленькая часть огромной Вселенной. Вот. И так точно, как в нашем физическом теле или в нашем нравственном теле, или в казуальном теле, или в другом. То есть наши вот эти копии информационные находятся, вот эти блокировки, Мгм. неразвязанные узлы. Вот точно так же это есть и во внешнем пространстве. И когда мы решаем свои, развязываем эти узлы, то развязываются узлы в информационных огромных этих копиях или символах, и начинается там работа по разрушению. А так Мгм. как приходят на сеансы творцы, то они забирают основу. То есть там подключена, например, вот Алуа как творец, да. Мгм. Есть другие люди, которые уже были сотворены творцами. То есть это можно сказать, что они помощники этих творцов, их дети. То они находятся в их пространстве. И когда творец или как мама разрушает свое вот это первичное решение, то эта информация на генетическом уровне передается по роду, на, по духовным этим связям. И все люди получают вот этот импульс освобождения. Мгм. И так запускается процесс, я слышу, увольнения изъяна. Здорово. Вот. Так, хорошо, Виктория, а давай посмотрим вот этот с лошадью, когда Алло упала на нее лошадь, вот эта ситуация. Что произошло там на Я эфирном вижу, плане? что на эфирном плане, когда эта лошадь на нее упала, то вот эта вся команда была. И вот этот спрут, как будто он что сделал? Он подвернул ногу этой лошади. Он М. ее вот так вот вывернул. Вот я вижу это копыто. Вот. А в этот момент я вижу, как нога Алуа от колена до низу, она вот так как стала, как э, бутылочка такая черная. Мгм.
То есть, и я считываю там эти энергии как пиявка. То есть как пиявка напилась крови, а эта кровь уже стала как мертвая, потому что она вышла за пределы своего русла, своего тела. Вот оно что. В крови душа человека, то есть кровь несет генетическую информацию о всех перевоплощениях. Вообще это копия, это Мгм. маленькая копия информации, всей информации о человеке. И тогда я вижу, ну, мне идет, что это было пренебрежение к святости крови. И поэтому вот Мгм. она получила вот эти зацепки. Да, и вот этот игра в кости на эфирном плане, это Мгм. как раз игра разума. Сделать, не сделать, то есть торговля вот это. Возможно, она знала, что кровопускание – это плохо, да? Мгм. Но поддалась искушению, искусителю, вот Мгм. этому ее лекарю Абдуле. И он – это вот этот человек, который Мгм. с ней вот там сидел и пил коктейль. Коктейли. Мгм. Так, хорошо. Пусть Аллах зайдет в тот момент, когда лошадь упала на нее, изменит эту ситуацию, как считает она сейчас нужным. Приказываем этому спруту убирать все воздействия с нее, с лошади. Это наша природа. Приказываем забирать их Я воздействие. вижу, она эту лошадь вот так отодвигает, Мгм. и что-то было важное. Вернись, Виктория. Что это? Что важно? Так, что-то очень важное было. Сейчас я вернусь. Так. Мгм. Вот, вернулась, нашла. Когда она отодвинула эту лошадь, которая на нее упала, то вместе с этой лошадью уходит вот этот спрут, и с этим спрутом вот это пространство, которое появилось в начале сеанса, М. вот этот М. как шар такой, который вот как будто металлический шар на таком пруте, который вот это пространство Мгм. препятствия памяти, прерывания памяти. Это все уходит, и она выходит в другое пространство, встала. Вот оно. И это пространство, которое было, она как бы между белым и серым, оно стало у нее под ногами. Я слышу, что Мгм. она вернула ее потенциал. Вот теперь понятно. Когда человек заключает контракт с совестью или с дьяволом, потому что за этими переговорами так называемыми всегда стоит один источник, то получается, что ось добра и зла, она не горизонтальной становится, а вертикальной. А Мгм. когда расторгает контракт, то ось добра и зла оборачивается таким образом, что добро сверху побеждает в смысле, да, а Мгм. зло снизу, там, где оно и должно быть. Эм, э, И я вижу, что в идеале потом эта ось должна вот так вообще исчезнуть, Мгм. заполнить все это пространство светом, вот эта ось, разделяющая добро и зло, она должна а, уйти и остаться я слышу, в программе потенциалов. То Мгм. есть вот это инцидент исчерпан, и Мгм. просто не будет уже никому разрешено проводить никакие манипуляции, не проводить какие-то вот эти. И я Э, вижу, как Алуа смотрит в окно,
берет вот эту летающую тарелку просто в руки, и она вот так, как этот демон рассыпался в прах, она ее вот так растерла в руке и выбросила. Я вижу, она расторгла этот контракт, и у нее вот эта ручка с черной рукой. Черная рука– Мгм. это импланты, которые заставили, то есть эти программы, которые спровоцировали, внушили, я слышу. Это был гипноз со стороны дьявола, то есть он использовал гипноз. Это не было по ее доброй воле. Я ей передаю, чтобы она отсекала этих всех Мгм. интерферентов. Они нарушили ее пространство, они нарушили коны Вселенной о невмешательстве, коны доброй воли. Мгм. И пусть она их испепелит и отправляет все эти энергии в портал на полную утилизацию. Мгм. Пусть карма им отдаст за все эти воздействия. Да, я вижу, как она Мгм. взяла эту хромосомину, вот так разодрала на 2 половины и выбросила. Это негативная программа, Мгм. которая заменила копию живой информационной программы на жизнь и гармонию. Взлетает вверх, как ангел. Я ей передаю, чтобы она вернула ее целостность, гармонию, процветание. И Мгм. все ее частицы души со всех мест, где она потеряла, пусть возвращает и соединяется со своим высшим Я, а, соединяется вся вместе в целостную структуру энергетическую. Ай, как красиво. Она это Мгм. делает, и я вижу, что вот куда посмотришь, а всюду ее глаза, 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 много глаз. Это считывается как осознанность, понимание происходящего. Мгм. Так, Виктория, вот эта ситуация с коктейлем, который напилась с этим Эрканом, изменилась? Что хочет сделать Аллах? Пусть она изменит эту ситуацию с этим Эрканом. Приказывает этому Эркану Э, забирать все его воздействия Да. чужеродные. Отдает ему всю карму за все воздействия его во всех его воплощениях. Я вижу, что она с ним вот так, как будто бы ну, как пьют шампанское на бутершафт, то она вот это все отменяет, эти коктейли падают, и он уходит в всё пространство, и этим хвостом так виляет. Я ей передаю, чтобы она во всех воплощениях, вот я вижу, как эта девочка малюсенькая родилась, чтобы она родилась чистой, свободной, вернула весь ее потенциал, вырастала здоровой, свободной, Мгм. и чтобы она родила своих детей в этом свободном пространстве, в этом свободном состоянии. Хорошо. И она поднимается еще выше, выше. Я вижу, что она снимает из головы. Там у нее был этот имплант, как летающая тарелка, а сейчас она вот как будто бы такая шапочка с таким клювом. Она это снимает, волосы распускаются красивые. Я ей Мгм. передаю, что она снимает вот эту штучку на голове золотую. Вот такая А, штучка какая-то золотая. Она вся сияет, как будто из света сделана. А эту штучку снимает и отдает, как поворачивается, как в сторону будущего первотворца. Но под ключ, как этой золотой штучки, куда-то уходит, где правая нога, где-то туда. мгм. А как считывается это вообще золотая вот эта штучка? М. Что это такое? Она, вот эта штучка, она привязана как-то к каким-то сокровищам. Мгм. Сокровище.
каким-то сокровищем, да? Мгм. Я вижу сокровищница какая-то, как огромная подземная комната, даже много комнат. Мгм. И там кому-то это тянется. Так, кому это тянется? Сейчас я посмотрю. Там какая-то черная фигура лежит. Мгм. Что это за фигура? Мгм. Как этой фигуре проявиться? Вижу, что в секторе магии появляется вот этот аркан, я слышу. Он вот эту золотую, да, похоже, не знаю, как это Мгм. назвать. Это не корона, а вот так вот оно вот так идет, обвивает голову, а здесь вот так опускается. Мгм. И он берет вот так натирает эту золотую. Оно как веревочка так сделано, как будто бы веревочка так, ну вот так дизайн Мгм. такой. Он это натирает. Так. А считывается это то, что он делает, как вызывание духа, говорит духа времени. Мгм. Это Это получается, привязка, да, это ее привязанность. Она любила это, любила эту вещь? любила эту вещь, да. У нее Мгм. привязка к этой вещи. Ее и похоронили в этой вещи. Мгм. Да, это считывается вещизм. Мгм. Хорошо, Вот то, пусть что, видит, ага, да, вот этот видит вещизм, Аллах, пусть она отказывается от этого привязанности к этим вещам, пусть ценит ее чистоту, святость, а все эти вещи, пусть они остаются на их местах. Пусть этому, как его, этому магу аркану приказывает забирать его воздействие на ее э, вещи. Мгм. да, я вижу в этот момент у нее уходят вот эти импланты, эти чужие глаза, Мгм. и она поднимается вверх и сказала вот так: "Отдаю народу". Я Мгм. вижу, что найдутся эти сокровища, раскопки будут. Понятно. Так, ну хорошо, Виктория. Пусть Алло все чужеродное отправляет на аннигиляцию. Поднимаемся все вместе максимально вверх. Да. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего, кроме Алло. Так, чищу все пространство этих Мгм. всех, которые там были замороженные в этих Замороженный. кубах. Мгм. Затем вот этот тоже сжигаю, эти все чужеродные энергии, стираю со всех информационных пластов все воздействия. Вот, передаю тебе информацию, отсоединяемся от всех, Мгм. от всего, Ось. восстанавливаем целостность, характеристики свои собственные, все чужеродное в портал. Мгм. Делаем это. Мгм. Посмотри на Алло. Все ли мы сделали для нее? Спроси у нее на этом сеансе. Как она? Еще не все. Так. У нее в руках как будто бы какой-то меч черный, который как будто бы застряг в каком-то пространстве, и вижу ее ногу, а нога считывается как костяная нога. И я ей передаю, чтобы она полностью выталкивала все, что ей не принадлежит, закрывала все порталы. Никто не имеет права ей навязывать какие-то программы, Мгм. навешивать ярлыки. Только она одна решает, и имеет право отчитываться только перед собой, своей душой и первотворцом
о своих всех действиях. Никого это не касается. Мгм. И она поблагодарила меня, и я вижу, как эта программа, вот это у нее какая-то сейчас, можно даже считать. М, Какая-то Это идет программа? как вот это, да, это нога, это как недостойно, то есть контракт расторгнут, она всего Мгм. лучшего достойна, все, никаких убеждений. Поднимается как ангел вверх, Мгм. вот, а этот меч, он вот так уходит. Это даже не меч, а вот как палочка Мгм. такая. И вижу, как этому плюмом пошла откат этому человеку, который писал с палочкой там. Вот, сектор магии. Я тоже передаю Алуа, чтобы отправляла все в портал на аннигиляцию, на полное уничтожение. Ее энергосфера Мгм. растет, светится. М, Отлично. Отлично. Спроси еще раз, Алла, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, теперь все. Ну, хорошо. Тогда прощаемся с Алла. Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Да, Проверь еще раз твое личное пространство, все ли в порядке. да, все хорошо. Мгм. Наполняйся энергиями жизни, гармонии, любви, счастья. Да. Мгм. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.